Здравствуйте, дорогие друзья! Я обещала рассказать вам о том, как работают витамины, антиоксиданты у курящих и почему курящим нужно быть вдвойне осторожными с приемом различных микроэлементов, витаминов, фитопрепаратов. Это целое огромное направление в медицине. Уже давно у нас есть в рамках нутригенетики и нутригеномики, наука, изучающая взаимодействие наших генов и питания, особый раздел, посвященный курящим. Дело в том, что не все так просто, и трансформация микроэлементов и фиторазличных веществ в организме курящих идет по-другому, чем в организме человека, который не курит. Как же мы об этом узнали? Мы узнали благодаря, как это часто бывает, одной случайности, которая стоила, к сожалению, многих жизней. Это были еще в 90-е годы научные исследования клинические. Компания Motorola, была такая компания, если вы помните, мобильных телефонов, которая вложилась в научные клинические исследования, финансировала большой проект по использованию витаминов в защите нашего организма. В том числе в это исследование входили курящие. Что происходило? Людям давали витамин А. И именно на фоне этого исследования выяснилось, что прием витамина А у курящих не только не защищает от рака легких, а наоборот провоцирует это тяжелейшее заболевание, которому подвержены курильщики прежде всего. Говоря о курильщиках, позвольте заметить, что курение влияет не только на легкие, как люди часто думают, но влияет практически на все системы и органы. А именно, помимо рака легких, с точки зрения онкологии, курение увеличивает в разы риски рака верхних дыхательных путей, это гортань, это ротовая полость, это язык. Также у женщин в пери- и менопаузе курение существенно в разы увеличивает риски рака молочной железы. Почему это происходит? Потому что активируется синтез токсических эстрогенов, и таким активатором является табачный дым. У всех, у женщин и у мужчин, курение ведет к увеличению рисков рака мочевого пузыря. Существенно, особенно при сочетании с определенными генотипами, увеличиваются риски рака кишечника. Это все раки, то, что я вам перечисляю, вызванные внешней средой. Вот видите, казалось бы, просто одна привычка, но вот такие ее последствия. Помимо онкологических заболеваний, не могу не сказать, что курение существенно влияет на старение кожи и вообще и внутренних органов в том числе, и запускает сильно процессы старения. В одной сигарете содержится порядка 700 канцерогенов. Это молекулы, которые вызывают канцер, это значит рак, то есть различные онкологические неприятности, но также хронические интоксикации, особенно тяжелыми металлами. Они играют не последнюю роль и в формировании онкологических заболеваний. Да, действительно, есть люди, которые защищены очень хорошо от курения своими генетическими барьерами. Но мне на консультациях приходилось видеть более трагичные ситуации, когда он курит, а у нее рак легких. Дело в том, что женщины примерно в 4 раза более чувствительны к табачному дыму, чем мужчины, и пассивное курение никто не отменял. Но моя роль не агитировать вас не курить, вы все знаете, что это плохо. Моя роль рассказать курильщикам, какие подводные камни их ожидают при неконтролируемом приеме витаминов, антиоксидантов и фитопрепаратов. Есть целое направление, которое у нас сформировалось на основе нутригеномики. Это взаимодействие микронутриентов и микроэлементов с табачным дымом. Они так и называются Micronutrient Tobacco Interactions. По-английски это прямо вот идет такой красной линии. Есть также Tobacco Gene Interactions, взаимодействие табачного дыма с генами. И это целая огромная тема. Что вам нужно знать? Вам нужно знать, что это мы не можем сбрасывать со счетов, потому что это наша повседневная жизнь. Что же нельзя делать курильщикам? Курильщикам нельзя, как вы уже поняли, принимать витамин А отдельно в капсулах, особенно длительными курсами, так как это дает обратный негативный эффект повышения риска раков, особенно легких. То же самое, что неприятно, касается и витамина Е. Нельзя большими курсами курильщикам назначать витамин Е, так как будут неприятности
такие же, как с витамином А. Увеличение рисков онкологии. Так что же можно делать курильщикам? Курильщикам показаны все мероприятия, скажем так, все процедуры, меры, направленные на детокс, конечно. Как ни странно, это не странно на самом деле, это закономерно скорее. Многие курильщики как раз, они знают, что это плохо, что они курят. Они стараются принимать разные витамины, и здесь они попадаются в ловушки. Что можно всегда и хорошо, и показано принимать курильщикам? Это митохондриальные ферменты. Это группа препаратов, отвечающих за кардиозащиту. Как вы понимаете, курение – это риск инфаркта и сердечно-сосудистых заболеваний тоже. К препаратам, которые защищают, относятся Q10 и другие ферменты митохондрии. В линейке наших препаратов есть уникальный препарат, он называется Energy-1. Туда входят не только Q10, но и молекула NAD+, это старший брат Q10, он примерно в 100 раз сильнее, чем сам Q10. Если вы находитесь за рубежом или в Казахстане, вы можете приобрести этот препарат у нас, поскольку он зарегистрирован и в Монако, и везде в Европе. И мы его рассылаем, конечно. Это действительно очень эффективная, яркая защита и для курильщиков, для их деятельности сердечно-сосудистой системы, но и для общего детокса. У меня были случаи в моей практике, когда на применении препарата мы видели снижение и обратную динамику развития онкологических нарушений. В данном случае речь идет о раке легких. Это действительно вещи эффективные, которые работают. Что еще важно для курильщиков? Очень важна фолиевая кислота. Это витамин В9. Он, безусловно, оказывает и кардиозащиту, и поддержку для работы мозга. То, что касается детокса, должны быть простые вещи. Потребление жидкости понятно достаточно. Не забывайте добавлять лимонный сок, который является алкалоидом, то есть он защелачивает внутреннюю среду, таким образом он предотвращает онкологические разные неприятности. Вот эта история с защелачиванием внутренней среды, это, собственно, Нобелевская премия норвежских ученых, которая еще была получена в 30-е годы прошлого века, когда ученые доказали, что раковые клетки не размножаются в щелочной среде. То есть любое защелачивание организма для курящих имеет очень большое значение, именно потому что предотвращает негативные эффекты от токсинов, содержащихся в сигаретах. Обратите внимание, что это касается и пассивных курящих, особенно женщин, которые очень чувствительны к табачному дыму. Что еще хорошо работает? Работают антиоксиданты группы полифенолов. Сюда относится знаменитый резвератрол, о котором вы, возможно, слышали. О нем много говорят, поскольку он содержится в красном вине. И есть такая коммерческая фишка, что надо пить красное вино. Это отдельно изучалось. Чтобы получить терапевтическую дозу резвератрола, нужно выпить 1,5 бутылки вина Шату Марго. Это одно из лучших французских красных вин. Вы же не будете пить по 1,5 бутылки эксклюзивного вина в день. Вы тогда получите проблемы с печенью, с нервной системой, с головным мозгом. Дело в том, что если вы выпьете просто бокал вина или 2, вы не получите достаточно резвератрола. Отсюда и важный вывод, что нужна микронутриция. Какая терапевтическая доза резвератрола? Это 200 миллиграмм. Все, что меньше, работать не будет. Опять-таки усваивается не резвератрол, а так называемый трансрезвератрол. Именно вот в такой форме он будет. Этот препарат тоже есть в нашей линейке, и мы его, как правило, назначаем и курильщикам, особенно женщинам, так как дополнительно идет защита против образования токсических эстрогенов. Так что резвератрол показан. Витамин С показан курильщикам. Q10, митохондриальные ферменты. Из жирных кислот показана омега-3 и для кардиозащиты, и для работы мозга. По детокс различным мероприятиям на данном этапе могу порекомендовать наши препараты. Это иммунметадетокс и сульфур, высокоактивированная сера. Это препараты квантового детокса крайне высокой эффективности, которые связывают, выводят токсические элементы не только табачного дыма, но и алкоголя и других факторов хронических интоксикаций. Аналогов этих препаратов на
рынке сейчас нет. Вы можете использовать, однако, сорбенты, хотя бы кишечные сорбенты, в том числе, чтобы выводить локально, скажем, из кишечника определенные токсины. Так что, друзья, будьте осторожны, когда вы принимаете витамины и антиоксиданты, особенно если вы курите. Далеко не все вам подходит. Пожалуйста, не принимайте отдельно ни витамин А, ни витамин Е, если вы курящие. Спасибо за внимание. До свидания.